Всем привет! Сегодня у нас в гостях португальский художник Элдос Корея. Он у нас частый гость и в Art Life, но теперь он еще участник международного фестиваля искусства Art Life. И сегодня мы познакомимся с Элдосом поближе. Привет, Элдос, как дела? Как ты долетел? Привет. Спасибо. Добрался хорошо. Ты уже не в первый раз в России. Как тебе наша страна? Как тебе Москва? Расскажи, пожалуйста. Я в 5-й раз в России. И с каждым разом я радуюсь больше и больше, когда приезжаю в Москву. На этот раз поводом для радости стало не только посещение Москвы, но и мероприятие, ради которого я сюда приехал. Я испытываю гордость от того, что участвую в этом фестивале. Спасибо вам большое. Спасибо прежде всего за то, что вы приняли приглашение и стали участником первого фестиваля. Пожалуйста. Я рада, что вы пытаетесь учить русский язык. Многие наши студенты вас, конечно же, знают и как прекрасного художника, но и также не менее чуткого и внимательного педагога. Скажите, пожалуйста, насколько важно для вас делиться своими знаниями? Спасибо большое. Мне очень приятно, что людям нравятся мои работы как педагога и преподавателя. Я не всегда получаю обратную связь. Мне очень нравится преподавать. Я стараюсь экспериментировать. Мне приятно преподавать таким образом, каким бы я хотел, чтобы обучали меня. А вот если говорить про обучение, если бы в то время, когда учились вы, была возможность учиться онлайн, как думаете, вы бы быстрее продвинулись в своем мастерстве, нежели это не имеет никакого значения? Или все-таки онлайн-образование дает такую возможность, скажем так, ускориться? Конечно. Уверен, это было бы прекрасно. Как я уже рассказывал в своих предыдущих интервью, там, где я рос и обучался, было очень сложно получить какую-то информацию, необычные знания. Но сейчас такая возможность есть, благодаря интернету, в онлайн. Если бы я имел такую фантастическую возможность в свое время, то смог бы обучаться у тех художников и преподавателей, которыми я восхищался. И это было бы прекрасно. Так как на нашей платформе уже есть не один ваш курс, эксклюзивный, хочу заметить, для наших студентов, потому что есть курсы, на которых Элдос показывает от карандашного наброска до каких-то сложных, серьезных сюжетов. Как вы считаете, человек, который только вот в начале своего пути, что может ему пожелать и какие есть, может быть, у вас инсайты для людей, которые только-только вступили на путь художника? Я считаю, что начинать необходимо с основ, с базовых вещей. Очень часто люди хотят пойти наикратчайшим путем, но когда они начинают работать над чем-то серьезным, попадают в тупик. Просто от недостатка базовых знаний. В рисовании и, в принципе, в художественной деятельности талант не всегда играет решающую роль. Необходимо ознакомиться и усвоить огромное количество информации, которая непременно поможет вам впоследствии. Я всегда пытаюсь найти определенный путь, который сам бы был готов преодолеть, чтобы достичь определенного уровня владения рисунком, акварелью. И я всегда думаю о том, каким путем повести человека, чтобы он достиг того уровня мастерства, который я в нем представляю. Таким образом, я в своих курсах детально разбираю весь процесс, стараюсь обратить внимание на каждый шаг, каждое действие,
você pode которое нужно fabricar até melhor. предпринять, Mas чтобы дойти до того obviamente, уровня, на котором я algumas работаю coisas vão te сам. faltar no meio do caminho se você não estudar. Então esse curso, o interessante é que ele tem todo o processo, do começo a esse último que nós fizemos, que nós gravamos, tem todo o processo do começo, de como que eu começo, como que eu entendo tudo aquilo ali, e nós vamos trabalhando esse processo até chegar no final, que está bem interessante. Интересно. Что, на ваш взгляд, мешает начинающему художнику? Вот что может помешать, и, может быть, вы замечаете, что есть какое-то качество или какие-то неправильные действия со стороны именно новичков? Mais atrapalha Я um считаю, artista что iniciante многим é ele não начинающим ter художникам не хватает смелости a признать, humildade что de они reconhecer чего-то que не não sabe. знают, Isso em qualquer чего-то не área, mas умеют. na arte principalmente. Se você começa a aprender algo e você não tem abertura Каждый você начинающий poder художник para должен непременно позволять mestre ou uma людям, outra более pessoa que já опытным и está à frente de você профессиональным, poder chegar em você e falar, olha, você precisa указать mudar на isso, isso, ошибки isso, и isso não está bom. недочеты, Esse é потому что o principal впоследствии это им problema поможет. que eu vejo em alguns. Não tem Так что humildade, я às vezes, считаю, para что нужно reconhecer que уметь o seu trabalho não признавать, está что muito вы bom. чего-то не Isso é знаете importante. или не Eu sei умеете. que não está legal. A partir do momento que eu tenho essa consciência, muda tudo, porque aí eu vou ter sede de aprender sempre. E com humildade você chega onde você quer. Дорогие друзья, в очередной раз мы убеждаемся, что самое главное — никогда не сдаваться. Дорогу осилит идущий. Всегда верьте в себя, всегда знайте, что вы не одни. И самое главное — признаться самому себе, что вы чего-то не можете. И ничего страшного в этом нет. Самое главное, чтобы у вас были инструменты, чтобы рядом с вами были правильные люди. Потому что та вершина, на которую вы хотите достигнуть, это не только ваша вершина, но и ваших учителей, ваших друзей, ваших наставников. Поэтому окружайте себя правильными людьми и никогда не сдавайтесь. Что служит для вас основной мотивацией никогда не оставлять свое детище, никогда не оставлять искусство? Primeiro, В первую очередь, мне слишком нравится то, чем я занимаюсь. Я просто не могу представить себя в чем-то другом. Это служит главной мотивацией. Помимо творчества, мне очень нравится преподавать и думать о том, что передо мной, возможно, будущий великий художник. Я часто представляю себя старичком, который также продолжает заниматься искусством. Pintando sempre, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. Так что, видите, может быть, кого-то из наших студентов сейчас, скажем так, творчески растит наш прекрасный художник, и кто-то, может быть, станет таким же известным и действительно мастером своего дела. Скажи, пожалуйста, осталось ли в твоем творчестве место экспериментов? Или есть уже какой-то вот выверенный метод, выверенная стилистика, и тебя она абсолютно устраивает, ты удовлетворен, и ты бы не хотел ничего менять? Или же все-таки, возможно, мы увидим какую-то в скором времени новую стилистику, увидим какие-то абсолютно новые сюжеты, или же нет? Безусловно, я никогда не бываю полностью удовлетворен своей работой. Я счастлив, мне нравится результат, но я всегда вдохновляюсь тем, что меня окружает. Художниками, с которыми знакомлюсь и чьи работы вижу. Я часто говорю, что художник, он как губка, впитывает в себя все, что видит, все, что его окружает. Что касается меня, я всегда буду что-то менять в своем творчестве, буду совершенствовать свои навыки. Уже есть идеи для нового проекта. Конечно, у меня есть какая-то определенная стратегия. Я выработал какую-то свою стилистику, но в деталях всегда будут появляться какие-то новинки, какие-то изменения. В деталях. Стиль, в котором я работаю, целиком и полностью мой. Он является непосредственно отражением меня. Но всегда можно добавить что-то новое и что-то преобразовать. Интересно. Значит, возможно, скоро мы увидим абсолютно
новые работы, новую серию работ нашего прекрасного иллюстратора. Верно? Sim, 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 sim. Супер. Так что мы с вами будем с нетерпением ждать, а пока мы будем готовиться к новым сюжетам, нам нужно освоить с вами обязательно технику, с которой делится с нами мастер, потому что из интервью в интервью мне повторяют, что обязательно нужно иметь базу. И у нас с вами есть эта база от Эудоса. Вы можете обучаться, вы можете делать домашние задания. И это все есть, конечно же, в наших курсах. Вы уже сказали, что вы иногда себя представляете старым милым старичком, который занимается творчеством. И думаете ли вы о том, представляете ли вы какую-то такую вашу финальную, возможно, большую, грандиозную работу, которую, может быть, вы уже вынашиваете сейчас, но реализуете вы ее позже? Есть ли вообще такие мысли или, может быть, уже есть какой-то замысел? Да, действительно. Есть один грандиозный проект, который я давно бы хотел реализовать. Я о нем уже упоминал. Я сам бразилец, но, к сожалению, у меня не было возможности познакомиться с регионом Амазонии. И уже в октябре я еду туда, где буду работать над своим проектом. Конечно, будут и другие проекты, про которые я не буду пока рассказывать. Но будьте уверены, что впереди вас ждет много интересного и грандиозного. Mas isso eu vou guardar para uma próxima entrevista eu contar. Ну, это замечательно, что здесь столько проектов. Мы будем с вами обязательно следить за творчеством Эудоса. Он частый гость Инстаграма, поэтому я уверена, что мы с вами будем следить, наблюдать и увидим эти грандиозные проекты. И у меня финальный вопрос. Если бы сейчас вам было 18, какой бы вы дали себе совет, уже имея тот опыт, который у вас есть, но какой бы вы дали совет себе 18-летнему парню? Это очень интересный вопрос. На самом деле, я никогда об этом не задумывался. Пожалуй, занимайся тем, что тебе больше всего нравится. Потому что я долгое время занимался не тем, к чему у меня лежит душа. Я работал в похожей сфере, моя профессия была связана с творчеством, но все равно это было не мое. Акварелью я начал заниматься достаточно недавно и сразу понял, что действительно люблю ее. Это тот совет, который я даю своим детям. Потому что если вы будете заниматься делом, которое действительно любите, вы просто не сможете быть несчастным. Это замечательно. Дорогие друзья, прямо сейчас, пожалуйста, подумайте. То, что вы делаете, вы получаете от этого удовольствие, вам нравится, что вами движет, когда вы просыпаетесь с утра, когда вы приходите на работу, любите ли вы ее, или, возможно, вот прямо с завтрашнего дня вы задумаетесь и решите изменить свою жизнь, потому что сейчас человек, у которого уже есть опыт, у которого есть определенные наработки, говорит о том, что если бы он в 18 лет делал то, что он любит, возможно, он был бы уже и на другом уровне, и тогда был гораздо счастливее, так как он счастлив сейчас. Это был Эудос Корея. Спасибо вам огромное, Эудос, и мы вас ждем всегда в гости в ArtLife. Пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо. Пожалуйста.